Всем привет! Вы попали на наш канал Маша Ксюша Панч. Ну и раз вы на него попали, я советую вам подписаться. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Измените красную кнопку на серую. В доме нашли вот такую мистическую запись. Вот тут отваляется записка. Когда убирались, увидели. Мы подумали, это обычная бумажка, Филя затаскал, как вот все. И тут написано было Тарзанка. Ты вот не знаешь, что это может значить? Я не понимаю, какая нафиг Тарзанка и зачем нам писать это? А кто нам это написал, интересно? Я тоже просто не понимаю. Она вообще появилась? Ребята, напишите. Может, это твоя кто-то надпись была? Не, у меня такой не было. Ребята, как вы думаете, напишите в комментариях, вы вот предполагаете, кто это мог сделать? И какая Тарзанка и где? Да, кстати, мне тоже интересно. У нас в лесу есть какая-то вот палка, похожая на тарзанку. Может, это? А, нет, подожди. Хотя нет, это не тарзанка. Я бы не сказала, что у нас что, какой-то парк развлечений, что у нас висят тарзанки висят. Я не понимаю. Зачем я оборвала? Ну ладно, ребят, сегодня, короче, пойдем в лес. И мы поищем, где Тарзанка, зачем она нам нужна? Угу. Нет, мы, в принципе, знаем, где она стоит, видели, и даже катались там не раз. Но пока мы ничего, никаких подсказок там не видели. И зачем нам эта Тарзанка, я не понимаю. Так что сейчас мы сделаем уроки и перемещаемся в лес. И надеюсь, ничего такого страшного не будет происходить. Я не знала, что у нас в доме есть какая-то такая общая кухня.
Посмотрите, мы с Ксюшей в шоке, мы никогда ее не видели. О! Господи. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ребят, мне кажется, такие вкусные палочки, потому что это не перепутать. Да, потому что мы сейчас пойдем. Короче, я никогда не видела эту кухню. Смотрите, какая она странная. Такая, может, как тарзанка. Да, и мы вот решили пойти в лес специально для этого видео. Посмотрите, это губка Боб. Может, там как-то призрака можно быть. Реально очень страшно, посмотрите. Мы никогда не видели. Мы с Ксюшей сейчас одни идем туда. Ну, мама с папой идем. Одни. Ну, мы не совсем одни, мы с мамой идем. Но папа на работе сейчас. Мама тоже у нас на работе была, но сейчас она пришла, мы вместе с ней пошли. Да. То есть мы не делаем просто уроки и посылаем учительницу. Ну, мама посылает нас. Но она сейчас с работы пришла. Короче, мы вышли на коридор уже. И, ребята, я никогда не видела эту кухню. Смотрите, ребята, какой... Там машина едет, давайте быстрее. А, она не едет. Так, сейчас мы уже идем, ребята. Пошли. Здесь очень стрёмное место, знаете, ребят. Короче, мы сейчас пойдем на какую-то... Ребят, мы вообще в этом лесу почти никогда не были. Я даже не знала, что такой лес есть. Короче, ребята, здесь очень стрёмно, тихо так. И смотрите, мы узнали легенду, что именно в этих местах обитает дух страха, с которым мы связались, как бы. И... Короче, здесь в этих... Когда-то в водах, ну не в водах, как-то в этом болоте раньше находился этот дух страха. И он здесь именно проявится. Ребята, мы уже пошли. Короче, ребят, тут находится тарзанка, именно по которую нам сказал призрак. То есть, что мы должны в лес идти, и что именно пойти мы должны к тарзанке. Мы ее нашли. Какие-то девочки где катаются. Короче, ребят, мы не видим, по крайней мере, никакой подсказки. Идем тут уже 2 часа нафиг. Пошли, чего-то остановилась. Считай. Можно я посмотрю? Номер 33. Игра началась. Игра началась. Идите к вашего призрака духа. Ребят, тут что? Тут написано игра началась. Смотрите, еще какое-то пятно странное. Что это? Ощущение, что его как будто бы у него какие-то копыта маленькие. Можно посмотреть? Игра началась от вашего призрака духа. Идите к номеру 330. А что за номер 333? А, я помню. Помните, там турникет повесили? Там... Да, кстати, да, там турникет. 333. Точно, это заброшенный турникет, который там где-то в 1822 году, когда еще Сертолово только открывали, здесь... Да, и этот лес связан как-то с турникетом. И я не знаю, что... И, кстати, раньше туда обитали духи. Мы читали историю нашего города Сертолово. И тут реально обитали духи. Короче, ребят, мы не знаем, игра началась, он написал, но это очень стрёмно, понимаете? Мы даже не знаем, что... Он нам дает какие-то глупые подсказки. Если он специально туда хочет, чтобы не пошли, чтобы мы заблудились. Нет, там мы не заблудимся, там есть турникеты и люди. Но все равно, ребят... Короче, ребят, мы пошли к турникету и как бы... Реально можно, кстати, Ксюша сказала, здесь заблудиться. Здесь реально можно заблудиться. Посмотрите, здесь почти никого нет. Но мы все равно идем, продолжаем идти. Еще ветер дует. Вот тут, ребята, мы уже ни одного человека не видим. Блин, осторожно, здесь
Ребят, здесь уже становится очень темно. Смотри, ты видишь эту тень? Это я видела тень, была на... Это там кто-то ходит. Пошлет. Но мы должны к турникету пойти. Как-то здесь жутко, потому что здесь какой-то, ну, там сзади каких-то деревьев проходит какая-то тень. Может, давайте потом. Ну, давай сейчас пойдем. Все, пошли сейчас. Нам на... Ой. Блин, реально страшно здесь какой-то. Знаете, что я еще боюсь? Высоты. Ты высоты боишься? Да. Чё Я же ты, маленькая я не боюсь. А если чувство состать там подтягивается, не знаю. И типа эта высота какая-то будет. Ну этого я так не боюсь-то. Смотрите, там реально какая-то тень, ребят. Вон там сейчас кто-то приходит. Ну не человек точно, это не похоже на человека. Что-то страшно. Ладно, все, пошли. Мы должны добраться до туда, понимаешь? Мы реально должны добраться. Ну, Ксюша, пошли. Чего ты делаешь? Что ты делала? Ой, чего еще раз? Да, снимала. Блин. Короче, Ксюша кто-то за руки потянул. Вообще, кто это был? Да ничего. Че есть людишки? Короче, ребят, все. Маме, она такая удивилась. Но мы должны срочно идти к турникету. Кстати, ребят, посмотрите на это странное дерево. Я его еще 3 года назад заметила. Вот это вот странное дерево. Ходит легенда, что его снес призрак, который сносит разные дома и наводит беспорядок. Вот турникет. Мы приехали сюда в лес за 300 километров, не знаю, может, Да. даже больше. Потому что здесь как-то лес легенд, духи. Да, этот лес, он вообще очень заброшен. Кстати, здесь даже написано было, что этот лес духов. Была такая табличка, и написано, здесь почти ни одного человека, ни одной живой души. Смотрите, Посмотри, а что это за следы? Какие-то следы рук, вот так вот, как будто кто-то проводит. Господи, ребят, какая жуть, это до корней снесено. Как-то вообще жутко. Ой, смотри, а вот это что за домик? Ребят, я видела, вот там вот, типа, тоже ходит легенда, что там живет дух страха. Это именно тот, кто нам нужен, то есть дух, который с нами. ну он же нам не нужен, он же наоборот Но это злость всего- приносит. Да, но это всего легенда. Но пойдем посмотрим, Давай. Ну давай посмотрим. Я страшно туда идти. Ну ты говоришь, давай сходим к этому духу. Ты вообще представляешь, что если что там есть? Если там какой-то медведь живет. Да не живет ни медведь никакой. Маша, ты фильм смотрел? Какой-то страшный забок называется. Там Можешь погромче про говорить? духов что-то было. И там как-то какая-то тетка прошла вот так по дереву. Да, смотрела. Называется заброшенный лес, что ли, прям как у нас. Не помню, она, по-моему, какая-то заколдованная была. Да, вот тетка как будто проходила тут, как ты сейчас. Как будто в нее вселился какой-то дух. Ну, и, конечно, не дух страхов, потому что дух страхов уже к нам пришел. То есть, Надо идти. да, кстати, надо... Если по фильму было, ну, конечно же, это наверняка неправда. Надо до конца этого дерева дойти. Что? А может, не будем проверять, чтобы тебе дух вселился? Надо до конца дерева дойти. Может, не будем это проверять? Короче, Ксюша уже доходит до конца леса. Ой, до конца этого дерева. Вдруг тебе какой-то дух вселится. Ну, Ксюша. Ну, это всего фильм, конечно.
Давай тогда пошли туда, где дух страха живет. Я своему помощнику всегда приду на помощь. Чего? Какому помощнику? Не обращай внимания. Да, какой-то новый. Короче, ребята, вот тут уже где-то минут 15 стоим, я замечаю за Ксюшей какие-то странные вещи. Вот смотрите, сейчас вам что я реально замечаю. Я не знаю, это, конечно, просто фильм, но мне кажется, у нее дух селился. Конечно, это просто фильм, ребят. И мне не кажется, что в Ксюше мог селиться какой-то там дух. Ксюша! Что ты делаешь? Я иду к своему хозяину. Какому хозяину? Это что, новый пранк? Какому хозяину? Не обращай внимания. Может быть, ты объяснишь мне, в чем, что происходит? Короче, ребят, пошлите. Зайдем сюда. В смысле, змей? Ты что, мне еще командовать будешь? Пойдем подальше. В смысле? Смотри, давай посмотрим, здесь какой-то... Смотри. Что? Пойдем подальше. Что ты залазила? Пойдем подальше, пойдем подальше. Короче, ребят, смотрите, какой-то мусорник просто здесь устраивает. Надо желез. Зачем здесь мусорник устраивать? А вот тут... А почему у тебя голос изменился? Боишься туда идти? Нет. Боишься? Нет. А какая тебе разница? Сама наверняка боишься. Я не боюсь туда идти. Хозяин там. Какой хозяин? Может, ты мне объяснишь, что это за пранк? Что ты себя так ведешь вообще? Какой-то хозяин? Идем дальше. Ну пошли. И вообще, почему ты сразу вот так вот разговариваешь? Раньше ты была какой-то трусихой, сейчас что? Чего? Я больше не хозяйка. Да нет, а что? Что ты на меня смотришь? Хозяин. Какой хозяин? Ксюша. Она что, меня... Она мне палкой это ударила, и я упала. А где она? Не, ну нормально вообще. Ты что меня палкой вообще ударила? Я из-за тебя, между прочим, упала. Блин, ребят. Что это за палка такая? И зачем она мне и ударила, чтобы я вырубилась? Ксюша, вставай, ты что здесь спишь? И вообще, ты что меня палкой ударила? Я упала и здесь лежала. Минут 30 лежала. Ты лежала. А я почему здесь? Что мы здесь вообще делаем? Ты меня сама, во-первых, сюда привела. Во-вторых, ты зачем меня палкой ударила? Почему я здесь валяюсь? Какой палки? Я ничего себе не ударяла. В смысле не ударила? А это что ты сейчас сделала? Да не говори, вот только не говори, что это пранк. Либо тебе... Здесь же глубокий лес. Маша, куда ты привела? Это ты меня сюда привела. Как я вообще здесь валяюсь? Я не помню. Там же людное место было. Как мы туда вообще попали? Где мама? Кстати, реально, где мама? Блин, ребята, мы же реально потерялись. Маша говорит, что я ее как-то ударила. Я даже не Я помню. тебе на видео сейчас покажу. Я минут 30 вообще здесь. Камера валялась. Я, кстати, ребята, это если что вырежу, ну, чтобы не это 2 часа, где вот так вот. Что со мной произошло? Я только помню, что я по какому-то дереву прошла, и все. Слушай, а разве по этому дереву не селятся никакие духи? Но это всего фильм. Может, ты не будешь это не верить. Хотя ты вела себя довольно странно. А вдруг у меня Кстати, да. дух селится? Блин, ребят, давай быстрее отсюда выходить. Ну реально страшно. Здесь даже нету выхода.
Да если здесь реально какие-то медведи, сейчас мы здесь заблудимся, но... Нет, давай отсюда быстрее, потому что там еще мама скоро. Пошли уже отсюда. Блин, ребят, непонятно, куда мы... Да где мы оказались? Здесь же ни одного человека нету. Зачем ты нас сюда привела, хотя это не ты? Куда? Я ничего не помню. Ребят, быстрее бежим отсюда, давай. Смотри, какой большой муравейник. Стоп, я вижу где-то. Пойдем, я дорогу. Реально видишь? Пошли. Давай больше не снимай. Ну давай снимем, потом посмотрим. Я тебе покажу, ты меня палкой ударила. Что? Ничего. Там вообще везде... Ребята, мы уже где-то 30 минут бежим. Минут 30 здесь бежим. О. Ой, блин, я в дерево врезалась. Мы сейчас только что маму видели. Я вижу, вот там мы шли оттуда, где мама. Не знаю. Пойдем домой. Мама, почему ты так странно разговариваешь? Ксюша, это не мама.